Вот и все, кажется, все саженцы у меня. Надо срочно приступать к высадке. Опа. Стоп, что? А почему у них как будто магия пустоты с листьев? Окей, давайте коротко, что надо нашему Тадмавриэлю? Все очень просто. Два Тадмавриэля не смогут друг друга убить, но и жить в одной ветке не смогут. Им обоим нужна безраздельная власть. И это, кстати, правда. Однако, если кто-то поможет Тадмавриэлю из этой ветки, возможно, это лишняя крупица силы, направленная против другого Тадмавриэля, позволит нашему победить. Короче, если проще, наш отец хочет свою собственную временную ветку, но при этом живую. Взамен даст нам некую информацию, которую может не знать даже Лая. Интересно, что же это за информация такая? А самое главное, как мы докажем, что типа согласны с ним? На самом деле здесь все придумано. Заманим другого Тадмавриэля в ловушку, переправим в эту ветку, вы ее запечатаете, а наш Тадмавриэль спокойно сможет существовать в той, живой ветке. Напомню, само собой, делать мы этого не будем. Нам самое главное завлечь отца. Типа, да-да-да, мы такое думали, мы такое придумали, мы готовы сотрудничать. Короче, да начнется торговля информацией. Всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в точку невозврата. Сезон, в котором мы придумали план. Реально план. Короче, завлекаем Тадмавриэля, осыпаем его опять же продуманным планом, понимаем, что он на крючке, а так как мы его единственная живая потенциальная помощь, начинаем торговать информацию. Да, я напомню, мы до сих пор без понятия, откуда он знает про организацию, откуда знал про конец времени, но я думаю, разберемся. Тут главное понимать, у меня опять же от организации есть все еще задание. Задание найти Тадмавриэля. Получается, мы их тоже должны обманывать, да так, что дело вроде продвигается, но нам нужно больше времени. Ах, куда же я залез? Я уже даже Малецкий обманываю, капец. Ладно, давайте так, без лишнего, просто берем немного томатов, немного кормим гусыню, приветусики. Звук, который издала гусыня, наверняка означает спасибо, благодарю. Далее тренировочка. Сейчас у меня будет... Да, 10 тысяч уже, нифига, нормально. И последнее, покушать самому. Нет. Пожалуй, что-то я устал читать. Уже буквы перед глазами прыгают. Не понимаю, сколько я просидел за этими книгами и газетами. Уже давно пора было бы сделать перерыв. А вообще, изучать литературу Архея — это дело довольно неблагодарное и почти бесполезное. Чем дальше от нашего с Джоном ухода, тем меньше правды. И упоминаний Тадмавриэля в качестве отца тоже все меньше и меньше. О, зато, кстати, появляются упоминания в качестве крупного бизнесмена. Сначала владельца компании по скинтодобыче, затем владельца компании по строительству бункеров. Вот только интересно, что чем позже материал был написан после тех событий, о которых отец рассказывает, тем больше в нем ошибок или, не знаю, даже откровенного бреда, что ли. При этом газеты, сообщающие о последних новостях своей эпохи, там-то как раз все совпадает с рассказом Тадмавриэля. Таких газет буквально пара штук. Интересно, откуда Малецкий их взял? Неужели в живые ветки ходил? Они явно слишком новые, как будто вот-вот из-под печатного станка. Может быть, поэтому их так мало? Слишком опасно добывать? Это он что, ради меня на такой риск пошел? Или все-таки в организации какой-то отдел занимается подобным? Ах, так, ладно, короче... На данный момент всю возможную информацию из данной литературы я уже извлек. Думаю, настало время запросить материалы из архива организации. Так, подожди, то есть получается, большинство книг это все бред, как ты говоришь, да? Чем позже материал был написан после событий, о которых рассказывает отец, то есть получается после того, как мы с Джоном сбежали, тем больше в этих книгах бреда и ошибок. Но при этом пара газет, которые как будто только-только напечатаны, совпадают с рассказом Тадмавриэля. Я пока не совсем понимаю, к чему здесь клонится, но получается большинство книг бред. Окей. Настало время запросить материалы из архива организации. О, кстати! А ведь Малецкий-то говорил, ты если что, обращайся ко мне. Это что, получается, планшет? Так, задание. Номер задания 475 бла-бла-бла. Вид задания, локализация и ликвидация выжившего. Автор задания Луиза Десаль, совет директоров. Исполнитель Ложка.
Мир наш, координаты, по которым находится цель, не установлены. Это задание Тадмавриэля. Ой, блин, а я так и не прочитал. Информация о цели. Самое бессмертное из всех существ. Эльф, обладающий силой зараженной искры. Знает, как обезопасить себя от действия концентрированного времени. Имя Тадмавриэль, да, вот оно. Очень-очень древний эльф. Хитер, надменен, жаден. Ради мирового господства готов на все. Характер мерзкий, не женат. Вот это самое главное. Короче, на всякий случай решил уточнить, правильно ли я понял. И да, я правильно понял. Мне правда нужно написать сообщение. И, по всей видимости, Малецкий, да? Так, он подписывался Кацпер Малецкий. Окей, новое сообщение. Кацпер Малецкий. Тема... Подожди, а чё там, господи, он говорил? Запросить материалы из архива организации. Так, ну получается просто архивные материалы, как-нибудь вот так. Далее само сообщение. Привет, Малецкий. Мне нужны те самые материалы. Вообще, наверное, плевать, что я напишу. Главное, чтобы контекст был. Отправить. О, привет, Кацпер. Я понял, что из книг и газет мне многого не узнать. Хотел тебя попросить прислать мне архивные документы организации по Тадмавриэлю. Ну, или обратиться в нужный отдел, чтобы мне прислали. Я просто совсем не знаю, как это делается, а информация мне правда нужна для работы. Было бы славно, если бы ты помог. Ну да, короче, тут оно все само написало. Окей, ну, я был прав. Архивные материалы. Ну что ж, получается, теперь ждем. Я думаю, нет никакого смысла сейчас возвращаться к архейским источникам. Лучше дождусь материалов из организации. В них наверняка более достоверная информация. Так. О, да, это Пит. то место. Опа! Здорово, друган! да. Ну чё, давай рассказывай, как дела-то у тебя? Да, привет, Пит. Слушай, да нормально все. Только вот я, если честно, очень устал читать. Читать? Но, погоди, зачем ты это делаешь? У меня, Пит, важное задание от организации. Извини, но я не могу рассказывать детали. О, Да, я просто нахожусь на стадии сбора информации. Поэтому вот пришлось обработать очень много источников за последние, не знаю, там сколько часов, правда. Или метров, километров. ну да, ну да. У меня, знаешь, кажется, от этого мозг разжижается и... Ну да, очень хочется на что-то отвлечься. Да не, брат, конечно, я понимаю. Правда, знаешь, вот очень странно, что сбором информации тебя заставляют заниматься. Это, по идее, работа отдела учета, а ты-то штурмовик. Ай, блин, вот я ненавижу, когда начальство вешает на тебя задачи, которые не входят в твои обязанности. Правда, они ведь заплатят в двойном размере, правда? Это у тебя в контракте должно быть прописано. Проследи, чтоб заплатили обязательно. Кстати, я как-то даже не задумывался об этом. Да, спасибо, что предупредил, Пит. Прослежу обязательно. Ну, туда их, правильно! А иначе ради чего корячимся-то? Пашем-то ради чего? Чтоб было на что потом отдохнуть. Я, кстати, собственно, поэтому-то и пришел. У меня выходной. Так что вот я и подумал, а чего бы мне с новым друганом не зависнуть? В Синклите уже так-то задолбали все, если честно. Сотни, тысячи, миллионы километров, и в основном все те же кислые рожи. Я как бы понимаю их, понимаю, правда. У меня тоже рожа кислая, когда я в Синклите. Бывает, конечно, что новички появляются там свежие, румяные. Но, насмотревшись на наши кислые рожи, их рожи тоже окисляются за какие-то там, пару тысяч километров. Ой, блин. Есть у меня, конечно, кореша, да. Но так, блин, прикольно побазарить с кем-то не из Синклита. Так что ты, раз уж сам говоришь, что тебе нужен перерыв, я тебя беру в охапку, и мы идем с тобой куда-нибудь, где можно классно по-мужицки зависнуть. Господи, как же мне нравится старина Пит. Такой обычный работяга, знаете. Извини, Пит, но у меня все еще очень много работы. Я не могу уходить надолго. Отличный план, Пит! Не хочешь забраться на крышу высотки и полюбоваться видом? Отличный план, Пит. Я знаю неплохой бар здесь, в этом городе. Давай... Я знаю неплохой бар. О, вот это по-нашему! Ну погнали тогда, чё булки просиживать, правда? Выходной-то не резиновый. Справедливо. Так, ну, в целом сейчас надеваем. Как это все резко произошло? Че, реально дружить будем, блинский? Че? Ждешь меня, да? Че у нас по погодке? По погодке все нормально. Поговорить? Ну чё, давай веди.
Так, ой, уровень радиации 2. Блин, ну какой 2? Это много. Где мы? Ой, даже не знаю, что это за место. А, я знаю, что это за место. Мы тут печеньковую уточку нашли, я помню. Ой. Ох, Ну давай, ты себе тоже что-нибудь возьми. Подожди, это все для одного тебя? Ладно, хорошо. Сейчас. Так, мы. Незритовая монета, медный слиток, безалкогольное пиво. Отлично! С цитрусовыми нотками. Идеально. Кубок. Нет. Ну, наверное, это все, что мне понадобится. Икста, захвати еще стаканы, а? Мы все-таки культурно сидим. Мы же не гопники там какие-нибудь, да? Блин, ну да, получается. Давай осматривать все, что есть. Опа, молоток инженера. Это когда-то я оставил, возьмем. И я... А, во, бокал. Может быть, имеется в виду бокал, да? Нет? Что, мне стаканы именно нужно взять? Где я те стаканы найду? Так, железо возьмем. Даже салфетки можно. Опа, стакан. Вот оно. Все, садимся. Держи. А ну? Культурно сидим. Брат, а чё ты как-то скромно, не? Взял бы еще, это же стертая ветка. Пивас ничейный вообще. Так, а при чем тут это? Да, ты прав, сейчас возьму еще. Нет, мне же еще работать надо. У меня не выходной, Пит. Нет, я вообще не пью. Не-не-не, вот этого я точно не скажу, потому что мало ли он там типа, ну ты скучный, бла-бла-бла. Короче, у меня не выходной. А, ну да, вот в чем дело. Согласен, ты прав. Лучше в рабочее время палку-то не перегибать. Слушай, мне вот вообще все интересно было спросить у тебя. А каково это, блин, быть привязанным-то, а? Я вот вообще не помню. Так, ну как тебе сказать? Так и говори. Просто я хоть и привязанный, но все-таки мироходец, Пит. Поэтому живу гораздо дольше, чем большинство существ. И могу по мирам путешествовать. Ну да, это, конечно, круто. Погоди, то есть тогда и в отвязке особого прикола для тебя нет, получается, правильно? Строго говоря, нет прикола, ты прав. Но несмотря на свою долгую жизнь и способность к мирохождению, мне кажется, я все равно совсем иначе смотрю на мир, чем отвязанные. Ну, короче, это сложно объяснить. Ай, да уж. Спорить с тобой вообще не буду, конечно. После отвязки реально сдвиг по фазе у многих происходит. Особенно у штурмовиков, кстати. Я их еще, кстати, поэтому недолюбливаю. Ну, то есть, не, к тебе-то претензий не, мужик, само собой, не. Хотел, кстати, еще раз спасибо сказать за то, что с наказанием моим разобрался. За тебя. Не знаю, какие там кнопки понажимал, вот реально. Но так смешно было выслушать от Цербера уведомление об отмене штрафа. И извинения от лица организации. Ишь, ее корёжило в этот момент, а как корёжило! Не думал, что когда-нибудь такое увижу. И все благодаря тебе, брат, тебе! Начальство вообще ненавидит штрафы отменять. Да, ты добился нереального. Так что, ну, респект, братан. О, понятно. Вспомнишь солнце, вот и лучик, блин. Спокойно вообще отдохнуть не дадут, да? Чё им там надо? А, это у меня пришло, блин. Сейчас. Штрафное задание? Чего? Номер штрафного задания номер 993 Лололошка. Вид задания добыча ресурса. Автор санкции Констант Грамблер. Совет по организации работы персонала команд по исполнению решений. Исполнитель Лололошка. Информация о ресурсе. Необходимо высадить 12 экземпляров древа жизни в стертой ветке? Зачем? Подожди, это же звучит как бред. Дождаться эффекта концентрированного времени, то есть смерти дерева, и собрать ресурс, эссенцию жизни. Сроки выполнения 12 километров. За каждый просроченный километр будут налагаться дополнительные санкции. Особые указания. Саженцы деревьев будут доставлены в ваш бункер. Офигеть. Это... А, и вот еще новое какое-то. Совет по организации работы персонала по исполнению решений. Копия Кацпер Малецкий. Тема дисциплинарное взыскание. 2. Выговор 1. А, это вот поэтому мне дали это задание, да? Так, ну-ка, и за что же мне дали задание? Дорогой Лолошка, до нас была донесена информация о вашем ненадлежащем поведении в отношении другого сотрудника организации, Питера Деороса, технический отдел, имевшим место в вашей линии на километре 13 и ЛЛ-4.
Наш контракт предполагает, что вы обязуетесь соблюдать этический кодекс организации, а также устав организации, в том числе его разделы «Нормы поведения в отношении других сотрудников организации», который устанавливает, что сотрудникам организации воспрещается применять физическое, вербальное и психологическое насилие по отношению к другим сотрудникам организации, дискриминировать других сотрудников по видовому признаку, а также по признаку способа размножения и по признаку принадлежности к определенному отделу организации, заниматься энергетическим вампиризмом по отношению к другим сотрудникам организации. Новая норма, введенная на километре 13 ИЛЛ 4Х96. Также известная как «Не будь как Стелла». Напоминаем, у вас уже имеется одно дисциплинарное взыскание по причине участия в подрыве жилого помещения на территории деревни Блумколь. Согласно уставу организации, при наличии 2 дисциплинарных взысканий сотруднику объявляется выговор и налагаются санкции, предусмотренные соответствующим разделом устава. Необходимость подключения к беседе специалиста по персоналу, пожалуйста, обозначьте в ответном письме. С уважением, Совет по организации работы персонала команд по исполнению решений. О, блин, вот это письмецо, да? То есть, получается, пока я не был сотрудником Чё у тебя с лицом? Чё там такое-то? Да-да, я договорю. Получается, пока я не был сотрудником организации, они на меня повесили это взыскание, этот штраф. То, что я угрожал Питу. Помните? Это трешатина какая-то, но я не был сотрудником. Слушай, Пит, кажется, мне штраф выписали. Чё? Ты чё, серьезно сейчас? Так, блин, а ну дай посмотреть. На. Так. Штрафное задание. Да они чё там совсем охренели, что ли, блин? Это... На. Такая махина, эта организация, у них там такое бесконечное количество этих ресурсов долбаных. Ну нахрена им от тебя эти 12 единиц эссенции грёбаной? Если у них склады и так битком набиты, это... Блин, я охреневаю просто. Ну вот не могут они просто взять и списать один жалкий штраф. Один всего лишь-то! Какие же они все конченые там! Конечно, им в удовольствие кровь сосать у простых работяг, конечно! А высшее руководство сидит в своих кабинетах, нифига не делает целыми циклами! Им лишь бы наказывать, да наказывать, наказывать, да наказывать! А их кто-то накажет за их скотство, блин! Да, Пит, я согласен с тобой. Но если честно, мне бы не хотелось узнать, что за санкции на меня наложат, если я не сдам штрафное задание вовремя. Да, понимаю, братан. Вот всегда так, блин, вот когда-нибудь они за это ответят, когда-нибудь. Да, обязательно, Пит, обязательно. Ты, слушай, извини, но мне нужно идти. Да, иди, друган, иди. Я к тебе еще как-нибудь зайду, если что, когда выходной будет. Ага. Все, взять планшет. Пока, получается. Поговорили? Вот так вот. Я еще не был сотрудником, а на меня уже тут реально бочку накатили. Офигели. Так. Ой. Это что такое? Это саженец древа жизни, да? Ну сейчас, погодите, давайте зарядимся. Там говорилось что-то про 12 эссенций жизни. Получается, должно быть 12 саженцев, правильно? Угу. Вот и все, кажется, все саженцы у меня. Надо срочно приступать к высадке. Срочно, вот прям срочно, да? Ладно, зарядились, надеваем. Подписи у этого саженца никакого нет. И вопрос только, а где мне это все сажать-то? Понятное дело, что не в бункере. Так, кажется, я знаю, где мне сажать. У меня тут партиклы есть. Окей. Все, давай тогда аккуратненько поехали. Нам, получается, нужна какая-то поляна. Во! Футбольное поле. Окей. Посадить. Хорошо. Блин, супер странное задание, но мне еще сказали, нужны именно эссенции жизни. Главное, чтобы у костюма здесь не было 3 или 4. И... Опа. Задание «Виноват ли я» обновлено. Собрать ресурсы, передать ресурсы в организацию. Мне выдали штрафное задание. При всем при том, что я даже не являлся сотрудником организации в момент совершения этого проступка. И вообще, у меня не было другого выхода. Да, действительно. Бюрократический аппарат организации — это огромная бездушная машина. Но... Ладно, задание выполнить все-таки придется. Не хочу, чтобы мне выписали еще больше штрафов. И каким образом? Что, мне нужно именно дождаться? Мне костная мука, наверное, нужна. Конечно! Я прямо сейчас нашел магазин сантехники. Это тот самый магазин, где был подвал. Где Малецкий когда-то пытался убить меня, да? Ну-ка. Да, засыпанный подвал. Я могу здесь пройти, кстати. Хе-хе-хе.
Блин, тот самый. Ну ладно, это, конечно, не то, что мне нужно. Мне прямо сейчас ускорить бы как-то этот процесс. Может быть, удобрения использовать? Ну да, я вот примерно об этом-то и говорил. Только единственное, что партиклы тут какие-то. Куда эти партиклы ведут? Видимо, надо сесть в машину и поехать. Да, смотри, партиклы опять ведут, походу, в сторону бункера. Не в сторону бункера. Это точно ботанический сад. Ты хочешь, чтобы я здесь нашел какие-то удобрения, что ли? О, реально. Удобрения действительно есть. 8,3. Ну-ка, а может быть, здесь будет еще? Да, спасибо. И еще немножко. Факел забираем. Все, погнали. Я так понимаю, что мне еще нужен топор, а для этого нужно железо. Ну ладно, железа у меня полным-полно. У меня, наверное, даже алмазы найдутся. Поэтому это не будет огромной проблемой. Так, обязательно заряжаемся. Железные слитки берем. Далее немного палок. И, внимание, внимание, по-моему, это первый наш топор за весь сезон. Ну или даже если не первый, то хотя бы второй. Костюм одеваем. Черт. Они что, уже пришли за ресурсами, что ли? Неужели 12 километров это так мало? Серьезно? А я же ничего и не успел бы! Какого черта? Так, ладно, кто это может быть? Малецкий? Если Малецкий, то в целом, наверное, можно будет поговорить. Это ты, Лая. Ты стучаться научилась? Да, привет. Вальдхар мне рассказал, что у вас так заведено. Я сначала вообще не поняла, зачем это нужно, но потом он объяснил. Оказывается, это не такая уж и плохая практика. Да, Лая, это неплохая практика. Кстати, слушай, ты извини, но у меня сейчас срочное штрафное задание от организации, поэтому Стоп. За что тебя оштрафовали? Да, за применение насилия к другому сотруднику организации. Ну вот помнишь ту историю, когда я Питу, технику нашему, приставил пушку к виску? Да, помню. И они тебя за это оштрафовали? Да. Это просто гениально. Ты же даже не был тогда сотрудником. Так вот именно, я об этом же. Может быть... Нет, лучше не стоит. Ты бы мог попробовать обжаловать выговор, но вся эта бюрократия займет очень много километров. И за это время у тебя накапает нереальное количество штрафных. Которые, кстати, не факт, что отменят. Дисциплинарный суд организации иногда выносит совершенно абсурдные решения не в пользу сотрудников. А наоборот, почему-то никогда не бывает. А что ты должен сделать, кстати? Да, вот какие-то деревья высадить. Хочу их удобрить, чтобы побыстрее выросли. Хочешь, помогу? Ну, если ты сама не против, то буду рад, конечно. Ну тогда давай, за дело! Такие странные деревья. Никогда таких не видела. Ну, в описании задания от организации было сказано, что это какое-то древо жизни. Впервые слышу такое. Древо. Вообще непонятно, зачем им нужны эссенции жизни. Слово «жизнь» меня цепляет. Ой, ты даже не представляешь, я так рада поговорить наконец-то с нормальным человеком. Что еще раз? Я говорю, Вальдхар меня окончательно достал. Ну, знаешь, я не то чтобы удивлен. Не смейся, лол-ложка. Мне вот совсем не смешно. Он болтает все время фигню какую-то. Вот как вообще можно понять его поведение? Чего он прицепился-то ко мне? Лолошка, вот скажи, я ему разве сделала что-то плохое? Что, Лая? В смысле плохое? Чего, по-твоему, Вальдхар пытается добиться? Так я знаю, что ли? Он почему-то все время пытается меня поддеть как-то. И довольно жестко подкалывает. Я такого обидного сарказма ни от кого ни разу не слышала. А потом вдруг начинает нормально общаться и, знаешь, даже как-то дружелюбно, что ли? Но после сразу же очень быстро возвращается к своим подколкам. Короче, задолбал уже. Она не понимает. Слушай, Лая, ты меня извини, конечно. Скажи, вы, штурмовики, все такие несообразительные в плане отношений с другими людьми? Это ты о чем? Ну, Малецкий тоже не замечал, что у Асы к нему особое отношение, пока я ему не рассказал. Стоп, ты сейчас серьезно? Как это можно было не замечать? Ну вот, не знаю, у Малецки получилось не замечать. И Лая, у тебя с Вальдхаром то же самое. Что? В смысле? Да я хочу сказать, он вовсе не пытается тебя поддеть. Нет, и никакой это не сарказм. Просто ты нравишься ему, и он с тобой так вот флиртует. Что? Флиртует? Ну да, ухаживает за тобой, если можно сказать.
пытается тебя очаровать. Ну, в романтическом смысле. Подожди, ты сейчас реально в этом уверен, да? Да, абсолютно. О, какой ужас! Лучше бы он просто издевался. Да ладно тебе, Лая. Просто игнорируй его и все. Неужели ни разу с тобой ничего такого не происходило раньше? Было у меня такое раньше, было. Это не твое дело. И игнорировать такое довольно сложно, вообще-то. Это очень сильно мешает нормальному общению и ставит меня в неловкое положение. Ладно, прости, ты права. Да, ладно, Вальдхард действительно ужасно навязчив. Я попробую с ним поговорить. Спасибо, Лолошка. Вообще, может быть, я и сама попробую. Так, что в итоге с Ладно, моей... давай, я, наверное, пойду. Тут самое легкое осталось. Да, Лая, конечно. Спасибо тебе за помощь. Не за что. И вообще, спасибо тебе тоже за разговор. Не за что. Ну все, давай, пока. Пока. Какой неловкий разговор получился. Так, что у нас в итоге? А, ну да-да-да, мы удобрили, получается, просто ждем. Опа. Стоп, что? А почему у них как будто магия пустоты с листьев? Это интересно, это очень интересно. Погоди. Нет, не может быть. Что же это такое? Вы хотите сказать, эти деревья живые? О нет! Черт, а что ж делать-то тогда? А как помочь-то им? Блин, а правда, что это? Эссенция жизни. Офигеть! Живые деревья, которые еще и с магией пустоты. Ладно, насчет магии пустоты я ошибаться могу, но просто вот эти зеленые партиклы, они соответствуют именно магии пустоты. Писец, вот как добывается эссенция жизни. Придает волю к жизни, положительно влияет на искру. Тогда, может быть, действительно это мироходческие деревья? Ну, это я так уже, знаете, брежу. Сейчас, надо будет добыть все эссенции. Пока что 8. Ага, вот вижу 9-ю, 10-ю, 11-ю. И где-то последняя 12-я. Эй, 12-я эссенция, выходи. Я знаю, что ты где-то здесь. Черт. Подожди, а реально, где она? А, вот она. А вообще, такое приятное ощущение в теле, когда подходишь близко к этой эссенции жизни. Но что это вообще такое? Нет, я понимаю, что все растения живые, но это древо жизни, оно как будто одушевленное. Да, точно, вот совершенно точно одушевленное. Обычные деревья и растения не подвергаются действию времени, а древо жизни растет, растет, и когда полностью вырастает, обретает сознание. Видимо, любое разумное существо страдает от времени, а обычные растения нет. Хотя ведь все животные тоже пропали в Архее. Значит, не просто разумные, а одушевленные, обладающие чувствами. Значит, эти деревья страдали, когда умирали. Они издавали такие жуткие звуки. Черт. Получается, организация меня буквально обманом заставила убить все эти деревья. Черт, я же не знал. Значит, я не виноват, верно? Какое ужасное чувство. Да, трэш. Я убил 12 живых существ. Я ведь, получается, им и жизнь одновременно подарил. Ладно, я не буду об этом думать. Просто спокойно Здравствуйте, агент Лолошка. Привет. Я Стэн Боллер, сотрудник отдела ресурсов. Вы готовы сдать эссенцию жизни в количестве 12 единиц, как указано в вашем штрафном задании? Ну да. Вот. Угу, замечательно. Хорошего дня, агент Лолошка. До свидания. Задание «Виноват ли я» выполнено. Пипец. Ну чё, Лолошка, скажешь что-нибудь? Давай поставим на зарядочку. И никак не могу прийти в себя. В ушах стоит крик этих умирающих деревьев. Это ведь я их убил. Да, по незнанию, но все-таки. И... Черт. Еще одно воспоминание теперь перед глазами. Фея неловких социальных ситуаций. Почему я вообще сейчас о ней вспомнил? Неужели у меня есть какие-то переживания из-за ее смерти? Я сделал это, потому что у меня не было варианта спасти ее, да. И я спас Малецки. Так почему же мое, черт побери, сознание теперь подбрасывает такие мысли? Неужели это все влияние организации? Незаметно для себя мне становится все проще убивать невинных существ.
Они из-под тишка делают меня такими же, как они. Толкают меня на совершенно ужасные поступки. Такие, которых я сам от себя совершенно бы не ожидал. Или же я опять ищу какие-то подтексты, которых вовсе нет. Что если я опять добавляю смыслов, которые вообще даже не закладывались? Как там говорила Браун? Ты подписал рабочий контракт, так что теперь ты должен выполнять свою работу. Интересно, они все так оправдывают свои поступки? Да. Может быть. Может быть. Ну, кстати, да, я замечаю, что задания становятся все более какими-то... подталкивающими к убийству. Вот, проще говоря, так. Это, кстати, первое задание, в котором не участвовал Малецкий. Следовательно, да, они сделали так, что я бы узнал об убийстве только после того, как убил. Тварюги такие. О, кстати, а еще у меня искра восстановилась. Прикольно, эссенция жизни помогает. Эй, гусыня, ты что, застряла, что ли? Господи, бедненькая. Дабы на будущее не забыть, сразу на всякий случай покормим слайма. Все, 64 гнили. Кушает он, конечно, медленно. Етить, сколько у меня желе! Я просто в шоке, куда мне столько? Легкий перекус, не портится. Да, типа я могу таскать и кушать. Ну-ка, вот давай посмотрим. Сейчас я съем сколько? 2, 3, 4... 5. Ну, это, короче, очень много нужно съесть, чтобы хоть как-то восстановиться. Я думаю, самый нормальный вариант — это ягоды кушать. И вот, я 10 штук съел и восстановил чуть меньше половины сытости. Трэшатина. Чисто в теории, если у меня прям много слаймов, то тогда это прикольно. Но у меня немного слаймов. Давай-ка, наверное, сделаем. Насколько я помню, нужен кристалл, 8 слизи. И да, яйцо слайма, здравствуйте. Вальдхар мне тут одного слизняка убил. Ну ничего, сейчас восстановим. И надо будет еще третьего создать, но у меня кристалла больше нет, поэтому пока что бомжуем. Каждый раз, когда мне дают вот такие задания, в которых Лолошка кого-то даже невольно убивает, трогает, задевает и все такое, я вспоминаю слова Луизы де Саль. Ты отвяжешься, точно отвяжешься. Неужели Лолошка реально постепенно приходит к этому? И ведь на самом деле это заметно, постепенно, вот так по чуть-чуть, отрывают по кусочку. Но ничего, пока живем. Пока все нормально, у нас есть Лая, есть Вальдхар, вон даже старина Пит, который, может быть, как-то поможет в освоении планов. На этом я, само собой, буду постепенно заканчивать. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки и подписываться. Ваша поддержка — это наилучший буст мотивации. Много раз произносил и еще раз произнесу. А я надеюсь, что вы много раз не пропустили это мимо ушей и еще раз не пропустите. А если даже пропускали до этого, вот конкретно сейчас возьмете и такие: да, сегодня тот самый день, когда можно не пропустить мимо ушей. Еще раз спасибо. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и 12 убийств. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.